Приветик, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Na'Vi PUBG Mobile. С вами, как всегда, Яна, а со мной на связи наш контент-мейкер Никита Витрил, по которому вы наверняка уже успели поскучать. Всем приветик! Всем приветик! Яна тоже привет! Привет! Как твои дела? Да все хорошо, замечательно. Как у тебя дела? У меня впервые спросили на интервью, как у меня дела. Хорошо. Спасибо большое. Как ты провел новогодние праздники? Вообще, на самом деле, с Новым годом у меня там все было вообще супер весело. Я опоздал на самолет 28-го. Вот, я улетал со своего города к родителям. Вот, и я опоздал на самолет, и, соответственно, мы с девушкой вдвоем отмечали Новый год вместе. Вот, с 3-го или 4-го я полетел уже к своим родителям вместе с девушкой. Вот, и отмечал уже там. Ну и, само собой, 28-го, 29-го, 30-го я записывал видео, 31-го тоже записывал видео, поэтому все равно работаешь. Да. Ну, безусловно, у тебя уже 1 миллион подписчиков, с чем я тебя поздравляю. Спасибо. Ты, кстати, как-то отмечал это событие? Да. Если честно, нет. Друзья, исходя из того, что вы наверняка кликнули на это видео, потому что видели название, что Витрил показывает свое лицо, это то видео, где наконец-то мы увидим, как же выглядит Никита. Поэтому сегодня мы вместе с Витрилом составим его фоторобот. Когда-нибудь составлял фоторобот? Вообще ни разу в жизни. Новый опыт. Также мы сегодня с тобой поотвечаем на вопросы, которые задавали ребята в сообществе твоего YouTube-канала. Итак, начинаем мы, как ни странно, почему-то с ушей. И тут нужна будет твоя помощь, потому что я не знаю, как ты выглядишь. Никто не знает, как ты выглядишь. Поэтому будем выбирать. Я не знаю, как я выгляжу. Ну вот сейчас как раз и узнаем. Уши. У нас есть варианты вот такие. Есть вот такие. А это со спины или с лица уши показываются? Это с лица, да. Все вот понял. Там, где белое пространство, там будут глаза, по идее. Нос и рот. Вот такие вот ушки. Вот такие вот ушки. Мне нравится, как вот меняются уши, меняется сразу голова. Вот такие вот эльфийские есть немного. По-моему, третий или 4-й, что-то в этом диапазоне. 3-й или 4-й. Вот эти, либо вот эти. Давай третий. Да, давай третий, они как-то выглядят симпатичнее. Да, хорошо. Согласен. Переходим к носику. Ой, страшно, что-то стало. Так. Слушай, вот прям идеальный мой нос. Вот первый прям вообще прям похож, кстати. Он же немножечко искривлен, да? Или мне кажется? Да, немножечко как будто бы влево. Вот, самая малость. Давай следующий, давай еще посмотрим, что там есть. А у тебя прям идеально ровный носик. Ну, он такой, чуть-чуть слегонца. Вот дырки, короче, идеально ровные. А вот сама перегородка вот эта, она немножко искривлена. Так. Ого, ты похожа на Волан-де-Морта. Да. Короче, вот давай на первом остановимся. Мне кажется, там еще хлеще будет. Давай, первый вариант самый идеальный. Да, тут прям очень много носов. Хорошо, переходим обратно к первому варианту. Кстати, здесь есть еще опция выбирать ширину. Мы можем делать шире. Вот пусть так, как было. Вот, пусть наверное, так, как было. Да, вот так пусть будет. Хорошо. В общем, уши, нос у нас есть. Половина работы уже проделана, по сути. Поэтому самое время перейти к вопросам. А вот, кстати, друзья, знакомые, ребята, с которыми ты учишься, либо учился, они знают, чем ты занимаешься? Они тебя распознали по голосу, либо они до сих пор не понимают, что вот с ними рядом учился, либо учится вот такой вот миллионник-ютубер? Нет, они до сих пор не знают. Но у меня есть один единственный друг, который знает, как я выгляжу, и он знает, что я занимаюсь ютубом. Вот, но у него совсем другие интересы, и ему все равно. То есть, красава. Он даже YouTube не смотрит, чтобы ты понимала. А кем ты работаешь? Или YouTube — это основная твоя работа? YouTube — это основная моя работа. Также было очень много вопросов, что ты будешь делать, если вдруг, к примеру, PUBG, многие писали, удалят, либо он вдруг скатится, он станет непопулярным. Планируешь ли ты поменять свой род деятельности, либо, по крайней мере, хотя бы игру, как вариант? Ну, я планирую остаться также на мобильном гейминге. Вот, если PUBG станет, к примеру, не актуален, то в любом случае будет игра, которая будет актуальна. Вот, к слову, вышел PUBG New State. Пробовал ли ты PUBG New State и что думаешь по поводу этой игры? Да, я пробовал играть PUBG New State вне стрима, но мне особо, если честно, игра не понравилась. Вот, оптимизация очень плохая. На тот момент, когда я играл, мне не знаю, как сейчас. Вот. Но PUBG Mobile мне больше нравится. Очень частый вопрос и у тебя, и у нас в комментариях — это кем ты являешься для организации Na'Vi? Будешь ли ты выступать на PMGC под клан-тегом Na'Vi, когда ребята тебя уже видят в качестве киберспортсмена? Ну, так как я перешел на iPad, то киберспорт мне уже не видать, 100%. Айпадеров киберспорт не берут, к сожалению. Вот, но на самом деле я в Na'Vi состою как контент-мейкер, контент-креатор. Моя задача здесь делать контент, стримы проводить на регулярной основе.
А вот что тебе дает мотивацию снимать много контента? Наверняка бывают моменты, когда тебе, ну, не знаю, лень, либо нет желания, либо там плохое самочувствие. Что тебя мотивирует снимать много контента и много стримить? Ну, просто есть такое выражение, как надо. Даже когда там я болею или еще что-то, когда у меня нет желания, когда я не выспался, я все равно запускаю стрим или записываю видео. Вот самое главное, что не воспринимаю это как работу. Для меня это до сих пор остается как хобби. То есть я делаю это с удовольствием, мне нравится стримить, мне нравится записывать видео. Но есть моменты, когда реально там лень, или там заболел, или не выспался. Ну, какие-то такие факторы, которые влияют на тебя, на твое самочувствие. Вот, и ты просто берешь и делаешь, потому что это надо делать. Самый большой донат, который ты получал когда-либо? Так, самый большой донат был от Hello Ксении в размере 40 тысяч рублей. Да, я помню, в размере 40 тысяч рублей. Это было, сейчас даже скажу, в марте 2020 года. И что она написала тебе? А я на тот момент собирал на машину, на свою, и вот она закинула такую крупную сумму денег. О, машина. Ты приобрел себе машину. Да, я как раз-таки в 2020 году приобрел ее. В апреле, по-моему, или в мае. Ну и как тебе первый опыт? Или твой не первый опыт за рулем? Это моя первая машина, вся четко, мне нравится. Следующие у нас брови. Брови у нас есть, о, господи, вот такие вот. Нет, вот такие, которые точно раньше были нет. очень модные. У тебя густые брови? Да, густые. Никогда не думала, что спрошу на интервью в рамках Нави, густые ли брови у человека или нет. А почему они все такие вот не густые? Ну вот, вроде бы Нет, что-то не такие. ближе. Ну вот назад, вот что-то типа подобного назад. Не такого назад еще. Типа подобные брови, но только они у меня еще чуть побольше. Так, то есть они у меня ровные. 37-е? Ну, где-то должны быть твои брови 100%. Мы не можем их не найти. Мы можем оставить 37 и все на этом, в принципе. Сейчас искать их тоже. Очень многие зрители задавали вопросы о том, сколько тебе лет вообще. Мне 23. И также был вопрос о том, что на стримах у тебя увидели на пальце кольцо. И все решили, что ты либо женился, либо сделал предложение. Да, я сделал предложение летом, вот, и этим же летом мы обручились, ну, поменялись как кольцами. Я тебя поздравляю. Когда вы планируете уже свадьбу? Планируем этим летом свадьбу. Ну, мы планируем чисто с семьей, где будут только наши родные и близкие. Я не люблю вот все вот эту большую компанию, вот все, когда много людей, когда шум, гам, вот это не особо люблю. А ты будешь показывать какие-то фотографии с этих мероприятий? Не знаю, еще не думал. Может быть. Ты можешь просто заблюрить свое лицо. Ну, я не знаю, хотел ли бы ты показать свою девушку, будущую жену, и либо ты не планируешь, в принципе, как-то ее посвящать во всю свою деятельность. И вообще, может быть, она играет в мобильный пабг вместе с тобой. Нет, ей неинтересны игры, вот, и я не буду ее посвящать вообще во всей этой истории. Ты очень много времени уделяешь Ютубу, играм, видео, стримам. Как вы познакомились, если она вообще не имеет отношения к игровой индустрии? Это человек, которого я очень хорошо знаю, очень давно знаю. Вот Ты и не все. можешь не радовать. А как давно вы вместе? Ну, уже год примерно. Здорово. Я нашла твои брови, мне кажется, нет? Да, пусть такие будут, отлично. Пускай будут такие? Хорошо. Очки. Нет, у меня нет очков. Кстати, очень многие спрашивали по поводу зрения. Ты очень много времени сидишь за ПК, и все ли у тебя окей со зрением? Да, у меня все отлично со зрением, все идеально. Волосы, вот, наверное, самое интересное. Волосы. Какая у тебя прическа, чтобы иметь представление? Обычная, дефолтная, как у обычного такого пацана, такого нормального. Я вот представляла примерно вот что-то. Ну вот примерно такое, да, примерно такая у меня прическа, ну то есть обычная. Ну вот в целом, на данном этапе я понимаю, что сложно еще об этом говорить, но хоть немного, но похоже, как тебе кажется? Да, немного похоже. Немного похоже. Хорошо, тогда мы переходим к подбородку. Дальше. Ну, короче, у меня скулы прям жесткие такие. Ну, короче, такой волевой подбородок. Да, вот назад. Кстати, назад. вот. Еще назад. Вот это? Вот, да, пусть это такая будет. Очень много ребят спрашивали, какой у тебя рост и какой у тебя вес. Рост 1,80 м, вес, я не знаю, ну где-то 65, наверное, плюс-минус. Ну, ты высокий. Угу. Занимаешься ли ты спортом? Либо Сейчас раньше нет. занимался, либо сейчас? А раньше? Раньше занимался тайским боксом, Как занимался долго? им 1,5 года. Кстати, был вопрос по поводу тайского бокса. Добился ли ты успеха в тайском боксе и получил ли ты то, что хотел изначально? Ну, я уже рассказывал на стримах, у меня была травма, связанная с тайским боксом. Вот, и из-за нее мне пришлось закончить как раз таки заниматься им. И, короче, я получил синяк под глазом, фингал жесткий. И вот, и он долго не сходил, и там пошло, проблемы начали происходить. Я сходил в поликлинику,
все там сделали, короче, нормально все. Ни шрама, ничего не осталось. А какие у тебя еще есть хобби, помимо вот стриминга, YouTube деятельности? Чем ты еще занимаешься в свободное? Уже не остается времени на какую-то другую деятельность, если честно. Помимо учебы у меня есть стримы и YouTube, и все, и больше ничего. А чем бы, возможно, хотел бы заниматься, если было бы больше свободного времени? Да не знаю, меня все устраивает. Вопрос, который мы с тобой обсуждали в нашем прошлом видео. Кем ты хотел стать в детстве? Если мне не изменяет память, ты хотел стать дворником? Да. Да, дворником. Есть ли у тебя домашнее животное? У меня нет. У моих родителей есть мейн-кун, я им подарил, и далматинец тоже им подарил. А себе не хотел бы завести? Не, я уже говорил, что я живу в съемной квартире, и здесь нельзя заводить домашних животных. А так бы, да, конечно, завел бы маленькую собачку себе, гулял бы с ней по утрам, классно было бы. Вот, кстати, очень интересный вопрос, который мне кажется очень актуальным. Нравится ли тебе самому твое творчество? Конечно, нравится. Насколько ты сильно к себе предвзят? Вот бывает такое, ты снял видео, и оно классное, и зрители пишут, блин, это бомба, это очень круто. А ты смотришь и такой, да нет, ребята, я могу лучше. Бывает конечно, ли у тебя такое? Постоянно самокритика прям бешеная. То есть я могу записать какую-то офигенную катку, офигенный видос с большим количеством киллов, но потом взять его и удалить. Просто потому что, я не знаю, там мне что-то не понравилось. И при этом я потратил на это видео там часа 3-4, и оно было бы классное видео. Но я просто беру, удаляю его, либо просто в нарезку кидаю. Сколько ты в среднем тратишь времени для того, чтобы записать один ролик на канал? Да всегда по-разному. Ну, обычно я просто сажусь, к примеру, там часов с 3 и часов до 11. Просто сижу, записываю. Помимо этого я там монтирую еще, да. То есть не знаю, сколько уходит на запись катки. Просто я сажусь за комп, там в 3-4 вечера. И до 11, до 12. Так, может быть, каждый день. А вопрос. Нравится ли тебе твоя аудитория? Конечно, нравится. Офигенная аудитория. Да, мне очень нравится, что моя аудитория, она очень активная. То есть сразу же какие-то изменения на канале происходят. Я спрашиваю, вот как вам такое изменение? И все сразу оставляют свой фидбэк. Пишут, что вот так, вот так вот. Мне хотелось бы, чтобы было вот так. Мне хотелось, чтобы было вот так. То есть все выражают свое мнение. Кстати, было очень много вопросов касательно того, что бы было бы с тобой и с твоей жизнью, если бы ты не связал бы свою деятельность с Ютубом и с мобильным пабгом. Ты думал об этом, вот, что если бы ты бы не стал снимать видео, не начал бы снимать видео на YouTube, какой была бы сейчас твоя жизнь? Да, закончил высшее, вот, и просто работал бы где-то, и все. О, кстати, спрашивали про твой подростковый возраст, чтобы ты рассказал какую-то интересную историю или, в принципе, рассказал об этом периоде. Подростковый возраст — это со скольки до скольки примерно? Школа, давай какие-то выпускные классы, пускай это будут там с 9 по 11. Насколько ты был спокойным школьником, как ты учился, хорошо, нехорошо, любимый предмет, вызывали тебя к директору по итогу? В школе я учился очень хорошо, на одни пятерки, вот, но были проблемы у меня с поведением, постоянно меня отводили к директору. Я в школе играл в карты, в фишки на тот момент, и из-за этого там тоже был скандал, что азартные игры в школе запрещены, вызывали моих родителей, то есть, что типа подобного было. Школу я закончил 9 класс, я закончил с 1-4 по химии. Ну, там моя учительница, она специально мне поставила 4 из вредности и испортила мне аттестат, к сожалению. Не стыдно. Вот, но она просто из вредности поставила. При этом я говорю, вы понимаете, что у меня единственная 4, и вы мне испортите аттестат? Она говорит, да, я понимаю. А какой-то был самый такой яркий момент в школьные времена, когда там тебя вызвали к директору, что-то там, не знаю, разбил что-то там учудил, сломал или там подрался с кем-то? Ну вот я постоянно дрался еще в школе, тоже постоянно. Это вот из-за этого мне тоже водили в директору. И, кстати, самое интересное, что с теми, с кем я дрался, это стали мои лучшие друзья впоследствии. Так вот это самое интересное. А чего из жизни мы... Да я не знаю, просто какую-нибудь фигню там, парту не поделили или еще что-то. Итак, губы. Вот такие пусть будут. Вот прям сразу такие? Да. Блин, а может другие? Не, ну это, кстати, реально похоже на мои. Ну вот, тогда хорошо, наконец-то. Вот, глаза. Какой цвет глаз у тебя? У меня карие. Карие. Хорошо, вот как раз плюс-минус такие. Нет. Вот такие вот. Такой, типа, ты что, не подписался на канал? Вот такие. А здесь такой, типа, да, я подписался на канал. Но у меня такие большие, короче, глаза. Большие, очень большие. Вот большие глаза. Ну подожди, вернись назад. Которые ты показал, вот такие. Нет, не эти. Еще назад. Ну пусть такие будут. Похожи на твои глаза? Ну, плюс-минус, да. Можем переходить к усам. У меня нет усов. И бороды тоже нет. Не, подожди, а давай оставим такие усики. Мне, в принципе, нравится. И борода такая. Идеально, все это полностью. Ну вот если брать, вот
вот так вот примерно ты выглядишь. Ну да, плюс-минус, но только скулы, наверное, чуть поменьше. Наверное. А так, Скулы да. чуть поменьше. Ну, давай попробуем другие скулы выбрать. Давай не будем выбирать другие скулы. Пусть такие будут, да, пусть так будет. Примерно как-то так я выгляжу. Ребята, наконец-то Витрил показал свое лицо в видео. Правда, без вебки, но anyway. Я хочу сейчас сравнить со своим лицом. Сейчас. Ты можешь мне фотку прислать, я сравню? Не. Ну ладно, я пыталась, ребят. Ну, короче, единственное, что не так. Короче, брови немножечко не такие. Потом скулы тоже немножечко другие. Вот, а в остальном, ну, примерно все плюс-минус так. То есть по глазам, по ушам, по носу. Да, матч. примерно так. Хорошо, давай тогда обсудим с тобой, как ты обычно одеваешься. Какой стиль одежды предпочитаешь и... Одежда обычная. Ну, не худос, какие-то там... штаны, кроссы. Да, то есть никакого там бренда особо нет. То есть обычная одежда. Вопрос, у тебя есть брат или сестра? Да, у меня тебя есть сестра младшая. Младшая, да. Угу. У вас хорошие отношения с сестрой? Да, хорошая. Ты подарил папе автомобиль. Да, все верно. А что это было за праздник, либо это просто ты решил сделать подарок? Я просто решил ему сделать подарок, вот, потому что в моей жизни он сыграл большую роль, он выступал как друг, как брат, как отец, само собой, советчик, то есть я с ним советуюсь постоянно. Вот, это был, скажем так, просто подарок для него, чисто от души, и все. Он об этом знал, что ты готовишь? Он об этом знал, да. Я ему сказал, что я приеду на Новый год, и мы поедем покупать тебе новую машину. Так это буквально вот недавно произошло? Да, это было в январе этого года. С ума сойти. И какая реакция была, когда он там пришел забирать ключи от нового автомобиля? Да. Он вообще у тебя эмоциональный такой? Нет, он не эмоциональный. Прослезился. Нет, он не эмоциональный. Он вообще не эмоциональный. Он эмоции свои не показывает. Но он просто сказал спасибо. Все. И... мне этого достаточно. Мне не надо там какие-то лезть или какие-то вау, спасибо, сын мой, там, или еще что-то. Он просто сказал спасибо, и все. Блин, мне кажется, что он максимально в тот момент гордился тобой. Да и в целом, я думаю, что родители тобой гордятся. Ты добился очень крутых результатов и уже в 23 года подарил папе автомобиль. Это круто. Это достойно уважения. Смотришь ли ты аниме? Если да, то какое? Да, я смотрю аниме. До сих пор смотрю. Когда мы последний раз с тобой обсуждали этот вопрос, я на тот момент смотрел Наруто. Наруто я досмотрел уже. Вот я смотрю сейчас Атаку Титанов. Посмотрел Тетрадь Смерти. Тетрадь Смерти тоже офигенное аниме. Короткое, не длинное. Можно за день посмотреть спокойно. Не хотел ли бы ты снять видео на канал «Один день из жизни Витрила»? Да я просто не знаю, что снимать. У меня обычная жизнь. То есть я просыпаюсь, завтракаю и сажусь, делаю какие-то свои дела, потом сажусь записывать видео, либо сажусь монтировать. Вот, и до вечера. Потом вечером я иду гулять со своей девушкой, прогуляемся. Может, на магазин сходим или еще что-то. Вот, на выходные я выезжаю за город. Там есть у родственницы участок. Там и бани, и все шашлыки можно пожарить. Вот, и на выходные стараюсь выехать туда. То есть у меня нет такого, что я там чем-то занимаюсь сверхъестественным. Если вдруг у тебя будет какой-то очень активный день, и у тебя будет запланировано очень много разных событий, там, возможно, поездок, то вполне возможно, ты попробуешь это заснять. Нет, вряд ли. Нет, вряд ли. Ребят, я пыталась. Простите. Очень много вопросов было по поводу твоих стримов, и в частности о том, насколько сильно на твое настроение влияет количество зрителей на прямой трансляции. Это никак не влияет на мое настроение, количество онлайна. Вот буквально до Нового года на моих стримах сидело там 3-5 тысяч человек. Вот, и буквально вот несколько дней назад, когда вышло обновление в PUBG, на моих стримах там сидело 9-10 тысяч человек. То есть, никак не поменялось мое настроение абсолютно. Как я стримил и для 3000 человек, да, с таким же настроением, так же я стримил и для 9-10 тысяч человек с таким же настроением. Это похвально. Кстати, друзья, я видела, что очень много вопросов было про раскладку, про сетапы, про ПК, про прогу, который ты монтируешь свои ролики, и там, как ты относишься к новым обновлениям, и любимый твой ивент. Это все мы обсудим с Никитой уже в следующем видео. Поэтому обязательно
обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И вот, наверное, напоследок самый забавный вопрос. Материшься ли ты в повседневной жизни? Бывает ли такое? Очень редко матерюсь. Вот, в основном Не тогда, воспринимаешь когда... ненормативную лексику? Нет, почему? Я нормально к ней не отношусь. То есть я не такой человек, который, там, знаешь, если я не пью алкоголь, то все, кто пьют алкоголь, значит, неплохие люди. Нет, ну, у каждого свой выбор. Я просто не матерюсь, потому что не вижу в этом никакого смысла. Можно и по-другому свои эмоции выражать. Но я не такой прям идеальный, что сдерживаю себя. Бывают такие моменты, когда там едешь за рулем, и какая-то ситуация происходит, какая-то из вон выходящая, тогда бывает тоже, что могу не сдержаться. И ты так открываешь окно, кричишь «рак». Нет. Я просто выкрикну. Но не человека, не буду его оскорблять, просто как-то про себя скажу и все. Просто поругался на чужую машину. Не на человека, а на чужую машину. Ну да. Твоя любимая еда? Может быть, у тебя есть какая-то любимая кухня? Мясо. Я люблю мясо. В любом вообще виде. А больше птица, либо там говядина, свинина? Либо жирное мясо не любишь? Да, мне все нравится. Вообще идеально просто стейки. Обожаю стейки. Трибай вообще топ просто. А какую прожарку? Медиум. А ты сам дома готовишь, либо, если мы говорим про стейки, можешь ли ты дома приготовить сам стейк, либо там твоя девушка, как вариант, либо вы ходите в какое-то там облюбленное место? Ну, у нас есть гриль дома, можем стейки пожарить спокойно. А что ты обычно кушаешь на завтрак? Вот чем ты завтракаешь обычно? Ну, что девушка приготовит. Иногда там кашу, там, или... Она обычно раньше просыпается, я долго сплю очень. Она раньше просыпается и говорит: все, вставайте, пойди хавать. Я встаю. Ну, там, и яичница, каша, там. Сегодня, вот, к примеру, чай с печеньями. Здорово. А есть какой-то продукт питания, который ты вообще не ешь? Ну, или аллергия, может быть? Аллергии у меня ни на что нет. А вот продукт, который я не ем... Холодец. Не люблю холодец. Абсолютно с тобой солидарна. Абсолютно с тобой солидарна. Я мельком прочитала в комментариях, что якобы у тебя был какой-то конфликт. И либо не был конфликт, но ты перестал стримить с кексиком. И все обеспокоены этой ситуацией. Расскажите, пожалуйста, что произошло? Да, конфликта как такового не было. Просто тогда, когда я стримлю, у него не получается играть. Когда, к примеру, он стримит, у меня не получается играть. Я в этот момент либо видео записываю, либо еще что-то. У него же тоже учеба. Он тоже не может подстроиться под режим, и все. А ты хотел бы с кем-то из ребят, с кем ты стримишь, играешь, снимаешь видео, встретиться в реальной жизни? Да, я хотел бы встретиться с Габориком. Я ему предлагал этим летом встретиться, но у него не получилось. Ладно? Да, мы хотели встретиться в Москве, но у него не получилось. А он знает, как ты выглядишь? Нет, не знает. Задумался ли ты когда-нибудь переехать в другую страну? Да, задумывался. Я бы хотел переехать куда-то в Турцию, наверное. Ого. Почему Турция? Потому что там есть родственник, живет там, и знакомый есть. Вот, и вообще я хотел бы, да, переехать в Турцию, но для начала нужно просто съездить туда хотя бы на недельку, на 2 пожить там, посмотреть. Вот хочу в Турцию слетать. Я и Габорику тоже предлагал в Турцию слетать, в Стамбул, тоже летом, но у него тоже не получилось. Там, короче, было 2 варианта. Либо в Москву летом, либо в Турцию. Но не получилось ни туда, и я решил просто в Москву полететь. А, кстати, спрашиваю, ребята, не планируешь ли ты переезжать в Москву по итогу? Нет, не планирую. Такой фоторобот у нас вышел. Было бы, конечно, очень круто узнать, на самом деле, насколько мы приблизились к реальной картинке, но об этом узнает только сам Никита. И, возможно, когда-нибудь мы тоже узнаем, как же ты выглядишь, потому что ты обещал на 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, да, что ты покажешь лицо. Да. Это я слово сдержу 100%. Тебе огромное спасибо. Ты уже в конце, по традиции, можешь сказать пару слов фанатам и болельщикам, и ребятам, которые писали эти вопросы. Спасибо тебе, Яна, за такое видео, такой формат. Прикольно получилось, я считаю. Вот, спасибо всем зрителям. Не забывайте прожимать свои лайки, обязательно прожимайте, подписывайтесь на канал, кто не подписан тоже. Спасибо всем моим зрителям, которые задавали вопросы. Вот, их было очень много. Яна мне писала, она написала мне в 4 утра, чтобы вы понимали, говорила. Вот до 4 утра сидела, выбирала вопросы. Было их реально очень много. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, хорошего настроения и пока-пока.